Раннее утро седьмого дня, воскресенье, 3 августа 2025 года. Я просыпаюсь от будильника в городке Со на юге Франции. За спиной около 2000 километров. До третьего КП остается совсем немного, около 300 километров, и можно попытаться доехать до него к концу сегодняшнего дня. Правда, на подъезде к контролю будет обязательный участок 50 километров по высокогорной грунтовке. Да и до этого участка дорога будет отнюдь не по равнине. С утра меня спасла вот эта булочная. Она была еще закрыта, но пекари уже работали и согласились выручить меня, продав выпечку прямо с огня. Не знаю, как бы я иначе смог ехать на остатках крошек от вчерашнего печенья. Из городка дорога сразу пошла вверх. Было еще сумрачно, ветрено и очень неуютно. Потихоньку продвигался вперед, к вершине перевала высотой 1200 метров над уровнем моря, с поэтичным названием Коль де l'Homme Mort – пик мертвого человека. Очень обнадеживающе. Дорога особо не петляла и довольно нудно с небольшими изгибами шла вверх и вверх. Ну а вот и табличка. Как говорится, спасибо, что живой. Надев на себя все, что было доступно, помчался вниз. Очень быстро похолодало до 5 градусов, самое холодное утро за весь путь. Сильно пожалел, что не взял зимние перчатки. В моих условно-летних пальцы задубели, а правая рука в конце спуска вообще отказывалась слушаться. На спуске с Турмале 3 дня назад я ее уже 1 раз отморозил, а теперь закрепил результат. Старался, честно говоря, не думать, как буду менять камеру, если вдруг проколюсь. Проехал красивое ущелье, но было не до съемки, руль бы удержать. Наконец спустился в условный низ, в долину. Медленно, но верно компьютер показывал увеличение температуры. 9, 10, 11. Руки отогрелись, но все еще подтупливали. Долго ехал вдоль яблоневых насаждений. Деревья были укутаны в какую-то малоаппетитную сетку, наверное, защита от голодных велосипедистов. На какое-то время стало полегче. Горы расступились, и я ехал по равнине. Спойлер. Полегче стало ненадолго. Денек сегодня будет гористо-холмистый и к тому же сильно жаркий. Кстати, еще через какое-то время до меня дошло, что сегодня воскресенье. А это значит, что в богоспасаемой Франции магазины или вообще не работают, или работают до 4 часов дня. Так что пекарня с утра, можно сказать, попалась мне не иначе, как по милости Всевышнего. Опасения мои подтвердились в ближайшем городке. Проехал 3 лавки, все были закрыты. Ну ничего, до обеда у меня с собой имеются припасы, а воду, если что, можно раздобыть в фонтанчиках. Хотя, конечно, зная свое везение, предположу, что как раз когда мне нужна будет позарез вода, ни одного крана не попадется. Тем временем пробило 9 утра, солнце начинало поджаривать, но у меня было какое-то очень сонное состояние и крутилось не очень. Даже не знаю, что предположить. Может быть, все-таки 4-часовой сон 7 ночей подряд и 300 километров в день – это too much? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Однообразный пейзаж малость разбавили парашютисты и пролетающий кукурузник. В очередном городке магазины тоже не работали. И не то, чтобы мне что-то нужно было купить, просто я активно искал предлог остановиться и ничего не делать. Через сколько-то километров я наткнулся на автобусную остановку, дававшую хорошую тень. Уселся на лавочке, достал припасы, колу, открыл приложение с трекингом, повтуплял на то, где кто едет, поскроллил ленту, понаблюдал за поливалкой. Такие моменты отдыха наедине с собой тоже очень важный элемент путешествия. Не надо ими пренебрегать. Я и так большой молодец, еду почти в запланированном графике, можно и порасслабиться немного. В реальность меня вернул проехавший мимо Росгрей гонщик из UK, и инстинкт взял свое. Собрался и снова встегнулся в педали. Впереди замаячил очередной хребет, плюс скоро будет пересечение с очередной запрещенной дорогой. Вот, кстати, карта, на которой отмечены все запретки. Их особенно много будет в Италии и на Балканах, но и во Франции тоже есть. На повестке дня длинный кусок дороги Н-94. В чате TCR коллеги-гонщики недоумевали и возмущались, почему организаторы внесли это шоссе в черный список. Писали, что местные велосипедисты по нему активно ездят, обочина широкая и даже гонки там проводят. Но с оргами не спорят, и поэтому большинство поехали вот по этому альтернативному маршруту, кратчайшему из всех, ведущих в сторону города Безансон, границы с Италией и началу 3-го паркура. Он добавил добрых 20 километров пути и значительно увеличил набор высоты, поскольку дорога-дублер шла не по речной долине, а все время взбиралась на окружающие ее крутые склоны. Основная дорога D942, по которой я ехал, вливалась в запрещенную 94-ю дорогу на Т-образном перекрестке. По правилам, запрещенку можно было пересечь, но на Т-образном перекрестке деваться некуда. Поэтому мне пришлось свернуть на второстепенную дорожку, которая по мосту обходила проблемное шоссе. Дальше, вместо того, чтобы ехать по низинной дороге, пришлось взбираться наверх на небольшой перевальчик высотой 300 метров.
и потом спускаться к городку Шорж. Он на видео не попал, поскольку я по своей дурости въехал на центральную улицу, где в разгаре была воскресная ярмарка. Меня моментально поглотила толпа, пришлось спешиться, и я минут 5 преодолевал расстояние в 100 метров. Развернуться уже было невозможно. С грехом пополам проехав город, я снова начал взбираться по объездной дорожке куда-то наверх, в сторону от основного шоссе. Серпантинистая дорожка петляла, пытаясь найти оптимальный путь через глубоко изрезанный ущельями склон. Было довольно утомительно, зато оттуда открывались потрясающие виды на водохранилище, долину и противостоящие горные хребты. В общем, было чем полюбоваться во время 5 минуток отдыха. Но если есть подъем, значит должен быть и спуск. И действительно, в награду за страдания я с улюлюканьем скатился с крутого косогора и попал прямо в центр небольшого городка Эмбрун, где в этот солнечный воскресный день, конечно же, не работал ни один супермаркет, так же, как и магазинчик при автозаправке. В общем, оценив ситуацию, я понял, что пиццерия – мой единственный выход. Долго, зато горячая, вкусная еда. Потратив минут 40 на обед и пропустив вперед 3 соперников, я выкатился снова в путь. Было уже 2 часа дня, очень знойно, около 32 градусов. И за 8 часов в пути я проехал всего 140 километров. Объездная дорожка теперь шла с другой стороны долины, и теперь я наблюдал панораму за левым бортом. Снова взобравшись метров на 200, дорожное полотно зафиксировалось на высоте примерно 1000 метров над уровнем моря, и так довольно приятственно шло километров 10 на одном уровне. Но счастье, конечно же, длилось недолго. Спустившись снова к реке, я пересек запрещенную дорогу и снова пополз наверх. Теперь уже с другой стороны. Как и на Турмале, здесь на асфальте тоже то тут, то там попадались нарисованные велосипедные майки, явные отметины прокатившегося по дороге этапа Тур-де-Франса. Что не говори, а приятно думать, что ты не один обливаешься потом на этой дороге. Однако, чтобы потеть, нужно пить. Вода из бидонов в эту жару уходила моментально, благо по дороге иногда встречались фонтанчики. Жарко. Мини-перевалы сменялись относительно ровными участками. Запас конфет в наравном бардачке снова заканчивался. Все еще было довольно жарко, когда уже после 5 вечера я доехал до еще одной реперной точки сегодняшнего маршрута, сравнительно немаленького города Бриансон. Там я успел заскочить в открытый до 6 вечера Каррефур, плотно поесть и закупиться в преддверии приближающейся насыщенной вечерней программы. Сначала, сразу за Бриансоном, мне предстояло подняться по серпантину с 1200 до 1850 метров, где на вершине перевала находится граница с Италией. Наверх шла очень оживленная дорога с большим трафиком. Карабкаться вверх и параллельно снимать видео на телефон было опасно. Но на коротких остановках я сделал несколько фоток, пока переводил дух. Я приехал откуда-то оттуда. А это та самая линия Мажино. Да, оказывается, помимо всем известной линии укреплений на границе с Германией, были еще альпийские укрепления с тем же названием. Через 1,5 часа потуг я доехал до верха в местечко Монженевре. И Benvenuto all'Italia. А это багет, который едет со мной из Бриансона. С границы был скоростной спуск вниз, в итальянскую деревушку Чезано-Торинезе, на 1300 метров над уровнем моря. И не успел я спуститься вниз, как тут же начался новый подъем в горнолыжный центр Сестриеры на высоту 2000 метров. Да, дорогие друзья, это сейчас я бодро рассказываю о спусках и подъемах. В моменте, честно говоря, мне хотелось уже просто сдохнуть и не заниматься вот этим больше никогда. Тем не менее, я продолжал. Сила воли, идти ее. В Сестриеры меня ждало начало 3-го обязательного паркура. 50 километров по грунтовке на высоте 2300-2500. Было очевидно, что соваться туда затемно не стоит, тем более хочется, чтобы мучение было хотя бы частично компенсировано живописными пейзажами за окном. Так что я решил закончить сегодняшний день в Сестриеры. Гостиничку нашел на месте, благо что летом тут не очень много туристов. А завтра, чуть свет, поеду на штурм этой грунтовки. Надеюсь, не убьюсь там совсем насмерть. Сегодняшний день, кажется, побил рекорд по диапазону температур, набору высоты и отставанию от плана. С утра было 5 градусов, днем 35. Проехав через все перевалы, я набрал 4,5 вертикальных километра, а по расстоянию стал ближе к финишу лишь на 230.